Тебе посылка. О, пробыть. Смотри-ка. Ух ты, какой чемоданчик. Так. А, недокомплект. Смотри, блок управления забыли положить. Уважаемый дядя Вова, это новинка модели Альфа с веб-интерфейсом и без блока управления. Читай мануал. Ага. Привет! Некоторое время назад я пригласил производителей ротаторов на соревновательные тесты новинок. Принять участие согласились BM Factory, ProBates, Kazan Target и Mine Target. Остальные производители засухарились. Итак, перед нами участник из команды ProBates, модель Альфа. Это новинка 2025 года, которая уже имеется в продаже в магазине Александра Ховрина, где для подписчиков нашего канала предоставляются скидки. Итак, новинка создана на базе предыдущей модели Gen 3, так как механическая часть именно этой модели зарекомендовала себя как максимально надежная. Именно Gen 3 прошла все возможные испытания, а вот электроника и алгоритмы работы претерпели значительную переработку. Альфа избавилась от массивного блока управления. При этом не только сохранила свой компактный форм-фактор в стиле строгой элегантности, но и обзавелась новым функционалом. И помимо прочего, у новинки появилось Wi-Fi управление через веб-интерфейс. Обратите внимание, не Bluetooth, не приложение, а именно Wi-Fi и веб-интерфейс. О преимуществах данного решения поговорим чуть ниже. А сейчас давайте ознакомимся с механикой данного устройства поближе. Для наглядности я разобрал и данный ротатор. Те, кто на нашем канале впервые, могут найти видео, в котором мы жестко испытываем эту механику на прошлой модели, проводя издевательские тесты на прочность конструкции с последующим вскрытием. Вот ротатор прошлого поколения, который после всех тестов отслужил весь прошедший сезон в реальных условиях на воде. И как видите, с ним все в порядке. Он как новенький. Ни солнце, ни вода, ни мои кривые руки ему нипочем. С ним все замечательно. Теперь давайте посмотрим на расчлененку новой модели. И как вы можете убедиться, принципиальных изменений силовой установки не произошло. То есть это все тот же механизм, который прошел все проверки. В алюминиевой конструкции имеются впрессованные латунные подшипники скольжения, чем могут похвастаться далеко не все производители. Все тот же мощный мотор, который позволяет работать в режиме автопоиска на скорости свыше 10 км в час. Плавность хода обеспечивает 3 массивных шариковых подшипника, 2 в основании конструкции и 3 в верхней крышке. Я навел справки в магазине Александра Ховрина и выяснилось, что по механической части Gen 3 обращений по рекламациям отсутствует. То есть мотоблок и механика весьма и весьма надежны. Вес блока по-прежнему составляет 5 килограмм, что очень хорошо. А вот электроника ротатора претерпела значительные изменения. Всю электронику перенесли на вот эту компактную плату, размещенную теперь внутри устройства. А-ля прямо произведение искусства. Двухъядерный процессор ESP32, Wi-Fi, Bluetooth, драйвер мотора Trinamics, грамотная обвязка. В общем, ProBates хорошо постарался. Я как потребитель очень доволен. Индикационная панель по сути осталась прежней, но была немножечко доработана. Теперь автоматическое переключение между дневным и ночным режимом куда более плавно. Кстати, панель имеет встроенный датчик освещенности и автоматически снижает яркость в темное время суток. А также изменилась некоторая индикация
отдельных режимов. Однако меня расстроила прежняя складная ручка. В ней по-прежнему отсутствует подача питания и освещение. Ну, хотя в моей компактной лодке походное положение ротатора штангой в небо. И эта складная ручка прямо то, что нужно. Так, давайте я его сейчас соберу, и мы продолжим. Также необходимо отметить, что базовая поставка включает в себя крепление на планшер и в Т-паз. Однако имеются и опциональные, например, крепление на леер или быстросъем. Вот как раз быстросъем я использую на своей лодке. Окей. Ротатор ProBates Alpha поставляется вот в таком легком, органичном и крепком чемоданчике. Это особенно удобно тем, кто устанавливает ротатор в лодке ПВХ или на быстросъемном креплении, так как после очередного монтажа вы упаковываете ротатор в чемодан, и у вас больше не болит каждый раз голова, куда что положить. А для тех, у кого ротатор установлен в лодке стационарно и не требует постоянного демонтажа, этот чемоданчик – отличный бонус для хранения эхолота. В нем легко помещается 12-дюймовый эхолот Lowrance со всеми аксессуарами. Прекрасно! Одной из ключевых особенностей данной модели является то, что при переводе ротатора из боевого положения в походное он автоматически выключается и перестает активно потреблять батарею. Но об этом поговорим чуть ниже. Далее, ProBates Alpha теперь выпускается в двух вариантах исполнения. Классический, укомплектованный беспроводными педалями с интерфейсом зарядки Type-C, и модифицированная модель с проводными педалями в комплекте. Обе версии комплектуются двумя пультами с креплением на удилище. В прошлом сезоне я такими активно пользовался, и мне они показались весьма удобными. Очень плотно прилегают к удилищу. Несмотря на полный фарш, производитель не ограничивает вас, и вы можете дополнить комплект и беспроводными пультами, и педалями в необходимом вам количестве. Оба варианта поддерживают до 8 беспроводных устройств, которые можно без труда привязать самостоятельно. Обратите внимание, что четырехканальные беспроводные пульты, работающие на частоте 433 МГц с протоколом шифрования EV1527, в огромном разнообразии за 3 копейки предоставлены на Озоне с практически мгновенной доставкой. Кроме того, вы всегда можете заказать дополнительные беспроводные педали. У меня тут скопилась некая антология педали ротаторов ProBates различной модификации. И мы наблюдаем эволюционный процесс от вот таких экстравагантных педалей. Затем педали укрупнились, но имели проприетарный разъем зарядки. Были даже модели с зарядкой micro-USB и, наконец, проводные педали. Кстати говоря, последние модели педалей имеют настройку чувствительности. Регулировочным шестигранным винтом для жаркого лета и босых ног устанавливаем максимальную чувствительность, чтобы педали реагировали на пальчик ноги. А для тяжелых осенне-весенних сапог чувствительность снижаем. Такого пока ни у кого нет. Но несмотря на крутые педали, производитель не ограничивает вас. И вы можете подключить беспроводные педали других производителей. При условии совместимости, конечно. Знаете, я слышал много положительных отзывов об этих педалях. Считается, что на сегодняшний день из-за оптимального размера они самые удобные из представленных на рынке. Итак, настало время для мануала. Обращаем внимание, что на конце кабеля питания у модели с проводными педалями имеется разъем для подключения неожиданно проводных педалей. А у классической модели на кабеле питания имеется сервисная кнопка. Итак, первое включение. Для удобства демонстрации я впаял вот такой выключатель. Итак, подаем питание и наблюдаем, как на приводе загорелась синяя подсветка. Отлично, теперь проверяем работоспособность элементов управления. Педали, пульт дистанционного управления. Отлично. Далее необходимо произвести калибровку приборов.
С прошлой моделью вышел казус, когда Александр Волынкин во время проведения тестов ошибся в прочтении инструкции и вместо слова «или» почему-то прочитал слово «и». И в результате не смог откалибровать прибор. Ну ладно, человек читать не умеет, но считать до 3 можно же научиться. Ладно. Это все шутки. Я с ним лично общался, он и сам расстроен, что так все получилось. Поверьте, труд блогера в действительности очень утомительный. И можно и оговориться, и по усталости из-за парки натворить делов. Давайте будем снисходительными. Ну, бывает. Но все же угарно получилось. Ладно. На самом деле необходимость в калибровке прибора возникает крайне редко, только когда наблюдается явное отклонение в работе ротатора. Лодку при этом очень желательно зафиксировать в неподвижном, как более можно ровном положении. Но, честно говоря, в ходе подготовки этого материала я уже поигрался с этим ротатором и обнаружил, что теперь прям вот такой ровности не требуется. Более того, вы можете производить калибровку как в боевом положении, так и в походном. Процессор все сам посчитает и сделает правильные выводы. То есть максимальная защита от Волынкина. Блин, Саня, прости, я назову это явление в твою честь. Эффект Волынкина. А что, громко звучит? Ладно, шутки. Итак, калибровка. Зажимаем и удерживаем клавишу D на пульте дистанционного управления, подаем питание и наблюдаем, как на индикационной панели побежали белые огоньки. Отпускаем кнопку, дожидаемся окончания калибровки и все готово. Вот как? Как можно было тут что-то напутать? Пожалуйста, напишите мне в комментариях, что же тут сложного. Может, я чего-то не понимаю? Ну давайте повторим. И фиг с ним, пусть будет ротатор в походном положении, да в любом. Так, выключаем, нажимаем и удерживаем клавишу D, подаем питание. Пошла калибровка. Вот как еще проще. Теперь внимание, переводим ротатор в боевое положение. Проверяем и наблюдаем его полную функциональность. Возвращаем ротатор походное положение. И ротатор переходит в режим гибернации с минимальным потреблением электроэнергии. Офигенно придумано. То есть теперь вам не нужно отключать устройство между длительными переходами. Подняли. Ротатор работает. Вернули в походное положение. Ротатор отключился. Ну, круто же! Далее. По сути, оперативное кнопочное управление настройками ротатор унаследовал от предыдущей модели Gen 3. Но сейчас самое вкусное. Давайте подключим веб-интерфейс устройства. Для этого отключаем питание, зажимаем и удерживаем сервисную кнопку, подаем питание и наблюдаем зеленую индикацию. Отпускаем сервисную кнопку, видим, как на панели индикации зажглись зеленый и синий полукруг. Это означает, что у ротатора активирован Wi-Fi. Отлично. Есть второй способ подключения Wi-Fi для тех, кто не хочет заморачиваться с выводом сервисной кнопки, например, на консоль. Снова выключаем устройство, зажимаем и удерживаем обе педали, подаем питание, зажглась зеленая индикация, отпускаем педали и Wi-Fi включен. Кстати говоря, в модификации с проводными педалями отсутствует сервисная кнопка, то есть Wi-Fi включается только вторым способом — педалями. Теперь смартфоном подключаемся к точке доступа ротатора и выскакивает приглашение в интерфейс устройства. И перед нами страница настроек ротатора. Тут мы наблюдаем переключение режимов работы подсветки индикационной панели, настройку скоростей. Тем, кто, как я, любит оперативное клавишное управление, выбираем кнопка C. А тем, кто предпочитает настройки через веб-интерфейс, ставим слайдеры и регулируем скорость ползунками. Настройка угла автопоиска. Ой, это прям очень круто. Настройка ускорения. Калибровка гирокомпаса. Нажимаем «Да». И начался процесс калибровки. Я же говорю,
полная защита от эффекта Волынкина. Так, настройка токов. Ух, нифига, а чё, так можно было? Вообще жара. Обновление. И вот тут, кстати говоря, на устройствах с Bluetooth приложением в случае выхода нового обновления программного обеспечения вы не сможете самостоятельно обновить прошивку. Для этого вам потребуется отправить прибор производителю. А вот с этим ротатором вы без проблем буквально за минуту сможете самостоятельно установить обновление. Но перед тем, как начать, необходимо убедиться, что подача питания абсолютно надежна, батарея полностью заряжена, ну и прочие меры предосторожности, пожалуйста, будьте максимально внимательны. Итак, идем на сайт производителя, скачиваем новую прошивку, снова подключаемся к Wi-Fi ротатора, заходим в веб-интерфейс устройства, обновление прошивки, выбираем скачанный файл и запускаем обновление. Идет ход выполнения обновления, аппарат перезагрузился, проверяем. Все прошло великолепно. Теперь поговорим о преимуществах Wi-Fi перед Bluetooth. Давайте представим, что вдруг возникла острая необходимость войти в управление устройством на берегу или на воде, вдали от цивилизации, где отсутствует покрытие мобильной связи операторов. И про интернеты ваши там всякие даже не слышали. И тут вдруг вы обнаруживаете, что забыли свой смартфон дома. Или на смартфоне села батарейка, или вообще вышел из строя. Ля, какая неприятность. И вот вы обращаетесь к людям на берегу или на воде одолжить на минуточку вам смартфон. И если у вас устройство с Bluetooth приложением, я слабо себе представляю, что кто-то позволит вам устанавливать на чужой смартфон какое-то там приложение. Но даже если вдруг нашелся такой странный человек, то а как? Интернета нет и завезут не скоро. И вот вы без доступа в интернет не можете подключиться к своему устройству. А в случае с данным ротатором этой проблемы не существует. Подойдет любое устройство, на котором имеется браузер и Wi-Fi. Мобильник тещи или навигатор в автомобиле, смартфон коллеги рыболова, любой. Повторяю, никаких приложений устанавливать не нужно. И в отличие от Bluetooth, можно без проблем самостоятельно обновлять программное обеспечение. Так, поехали дальше. Теперь я хочу привязать к ротатору дополнительные беспроводные педали. Открываем веб-интерфейс, находим привязку органов управления, жмем кнопку «Применить». Теперь нажимаем на любую педаль, и беспроводное устройство подключено. Великолепно. Также при необходимости привязываются пульты. Давайте теперь попробуем его поэксплуатировать. Например, у нас алюминиевая лодка с ротатором и GPS-якорем. Мы ищем пелагического судака, спускаясь по реке со скоростью 8 км в час. Ветер дует с правого борта. Подбираем скорость вращения ротатора в веб-интерфейсе или длинным нажатием клавиши C пульта выбираем одну из 5 скоростей по кругу. Более быстрого и при этом дистанционного способа пока не существует. Особенно, когда ротатор расположен от вас на расстоянии дальше вытянутой руки. Например, когда я сижу за штурвалом, а ротатор размещен на передней палубе или на корме. И тут на выставке внезапно человек из команды Виноградова заявляет о том, что для него непонятно, как изменять скорость по кругу. Чё, блин? Вы только представьте, как трудно живется некоторым людям. Во многих устройствах, телевизорах, магнитолах, Bluetooth-колонках, наушниках, микроволновке и так далее выбор источников и прочие регулировки осуществляется одной нахрен кнопкой. Претензий пока ни от кого не поступало. Выходит, человеку трудно пользоваться даже эхолотом, так как все производители делают регулировку яркости экрана по кругу всего одной кнопкой. Вы только вдумайтесь, какое горе в семье этого человека.
он не может освоить всего одну кнопку. Ладно, я шучу. Выдыхаем. Но, к счастью, даже для альтернативно одаренных теперь существует веб-интерфейс. Блин, да что ж я никак остановиться не могу. Спокойно, дядя Вова. Вот так ползунками теперь можно отрегулировать скорость. В общем, продукт максимально универсальный, как говорится, на любой вкус, без всяких там тебе резисторов ламповой эпохи, ну и вот этого всего. Продолжаем. Выбрали подходящую скорость сканирования. Коротким нажатием кнопки C пульта дистанционного управления включаем режим удержания. Лично я предпочитаю именно этот способ. Однако имеются и другие, на любой вкус, как говорится. Второй способ включения режима удержания – это одновременное нажатие обе клавиши педали. Вот так раз и включился. Третий способ – однократное нажатие на сервисную кнопку, что очень удобно для тех, кто не поленился и вывел сервисную кнопку, например, на консоль. На панели индикации отобразится значок переменного чередования красного цвета. Вот такой своеобразный значок радиации. Это означает, что ротатор будет удерживать целеуказатель, в данном случае ручку устройства, в выбранном заранее направлении, независимо от вращения лодки. При этом можно подруливать или пультом дистанционного управления, или педалями, если наблюдаемый объект продолжает движение. Итак, выбираем центральное положение для автосканирования, например, вдоль оси судна. И коротким нажатием кнопки D запускаем автосканирование. Ротатор начинает выполнять полукруг, рыская в поисках пелагических объектов. Продолжаем движение по реке, наблюдая в паноптикс происходящее в толще воды. И вдруг обнаруживаем объект. Одновременно нажимаем кнопку установки на якорь и любую педаль или кнопку на пульте. Ротатор при этом мгновенно переходит из режима автопоиска в режим удержания направления цели. А лодку, естественно, начинает разворачивать течением и ветром. Но ротатор продолжает указывать направление в то место, где был обнаружен объект. Если кто-то говорит вам о том, что режим удержания — это какая-то ненужная фигня, не слушайте. Удержание особенно полезно, когда в вашей лодке имеется фиш-платформа. Ну а к тем, кто предпочитает страдать, не знаю, вот вы отдали команду пультом встать на якорь, и лодку начинает крутить. В этот момент вам нужно и удилище подготовить, и выйти из-за штурвала на фиш-платформу, и при этом каким-то образом отслеживать направление, не убирая взгляда с экрана, или постоянно высматривать какой-нибудь ориентир на берегу. Офигенно удобно, особенно на водохранилищах. В общем, не пойму, вот нафига эти боли и страдания? Даже тетя Лена не раз отмечала, насколько полезная данная технология. Ладно, с бойцом номер 2 мы ознакомились. Если я чего-то не рассказал, читайте инструкцию, она подробная, цветная и с картинками. А я напоминаю, что данную модель вы всегда сможете приобрести в магазине Александра Ховрина, где для подписчиков нашего канала предоставляются скидки. Ссылку на магазин найдете в описании. Скоро прибудут следующие участники битвы ротаторов, и мы сможем в полной мере провести все возможные испытания. Все будет, как вы любите, жестко и до победного. Если у вас остались вопросы, задавайте их в нашей телеграм-группе «Сообщество рыболовов и водомоторников», ссылку также найдете в описании. А сейчас подписываемся, ставим лайк и помните, дядя Вова плохому не научит. Пока!